29 фактов о Париже, о которых вы не знали. 31 факт. Когда вы его услышите, вы захотите приехать в Париж и увидеть своими глазами, а также попробовать. Я даже не сомневаюсь. До того, как это видео начнется, вы можете подписаться на канал, это очень важно для развития и поддержки канала. Ну что ж, начнем. Всем привет! Сейчас я нахожусь на Шанс-Элизе и хочу пригласить всех творческих людей и ваших детей, музыкантов, танцоров, художников, всех творческих людей принять участие в международных конкурсах во Франции. Всю подробную информацию вы сможете найти, перейдя по ссылке. Спасибо за ваше внимание и приятного просмотра. Первое здание в Париже. Вы наверняка себе уже задавали вопрос, почему, взглядя на любую фотографию Парижа, этот город остается так узнаваемый. Все потому, что у этих многоэтажных зданий свой особенный стиль. Они сделаны в основном из камней, у них украшенные фасады со статуями, даже иногда с экзотическими орнаментами. Это типичные гауссманские шестиэтажные многоэтажки. На цокольном этаже находятся магазины. Первый этаж уже место для хранения для магазинов, и уже со второго этажа живут люди. На этом этаже находятся в основном длинные балконы, и так как в то время не было лифтов, жили в основном состоятельные семьи, чтобы не подниматься слишком высоко по ступенькам. Третий и четвертый этаж без балконов, пятый также с длинным балконом. Уже на шестом этаже, последнем этаже, находились комнаты для прислуг. И даже если с этого последнего этажа можно было увидеть прекрасный вид на Париж, летом было очень жарко. Эти типичные шестиэтажные многоэтажки назывались «immeubles haussmanniens» от имени известного барона Жорж Эжен Haussmann, который был назначенным Наполеоном III для выполнения крупного преображения Парижа в 1850-х годах. В середине 19 века Париж называли городом-лабиринтом из-за того, что было очень много узких улочек, было очень трудно и опасно передвигаться. Добавив к этому, Париж был очень многолюдный, и вы представляете, какая должна была быть санитария в то время. Миссия Haussmann была преобразить Париж, перестроить его, так как этот город не изменился со времени Французской революции. С Haussmann Париж стал больше, более гармоничнее, красивей. Улицы, а также здания, фасады, балконы и даже деревья, все они были выстроены. Париж преобразился в рекордно короткие сроки. Менее чем за 20 лет было построено 40 тысяч зданий, создано 70 новых дорог, построено или расширено 9 мостов и прорыто 585 километров канализации. Некоторые реки были даже забетонированы, потому что были слишком сильно загрязнены промышленной деятельностью. Улицы стали вымощенными, чтобы легче было их мыть, и более устойчивыми. На улицах открыли киоски, поставили колонн Морис, фонарные столбы, скамейки, решетки, которые защищают основания деревьев. Прежде чем перейти к следующему факту, в haussmannских многоэтажках встроены очень большие внушительные двери, которые мы называем les portes cochères. Через эти двери проезжали кареты богатых людей, чтобы их завести в маленький двор. 2. Ширина улиц Парижа. Многие скажут, что широкие дороги – это для улучшения дорожного передвижения. Но в реальности, в то время, когда преобразовывали Париж, расширение улиц было введено для того, чтобы обеспечить безопасность, предотвратить восстание и гражданскую войну. Да-да, за счет того, что широкие были улицы, это делало невозможным строительство баррикад. Более того, как некоторые дороги были построены по прямой линии между пожарными и рабочими кварталами. Естественно, расширение дорог не обошлось без разрушения, и сегодня мало осталось от прежнего Парижа. 3. Париж – это улитка. Париж разделен на 20 округов,
которые образуют улитку, если посмотреть сверху. Это административное деление Парижа, где в каждом округе находится мэрия и свой избранный мэр. В целом в Париже есть 20 мэров, но, естественно, в главе Парижа есть один главный мэр. В первом округе находится Лувр, в седьмом – Эйфелева башня, в восьмом – Шанс-Элизе, а в 18-м – Монмартр. У нас, парижан, есть клише. Для нас на Западе в 7, 8, 15 и 16 округе живут состоятельные люди в красивых зданиях и в тихих улицах. Но самое главное это то, что для нас округи – это как маленькие мира сами по себе. Для нас существует даже 21 округ. Он находится за пределами Парижа, и мы его называем Девиль – роскошный приморский город, где проводится каждый год фестиваль американского кино. 4. Трущобы Монмартра. Никто не может поверить, что Монмартр, маленький городочек сам по себе от Парижа, со своими виноградниками, парком, куда в основном парижане приходят, чтобы отдохнуть или провести пикник, чтобы почувствовать себя как в деревне или в ином месте. С его живописными и очаровательными улицами, ресторанами, где в основном также вокруг проводятся выставки картин, а также некоторые художники даже пишут картины. Это место идеальное для свидания и источник вдохновения для художников, как это было с Ван Гогом или даже с Мане, о котором мы поговорим в следующем выпуске, поэтому не забывайте подписываться на этот канал, чтобы ничего не пропустить. Так вот, никто не может поверить, что это были раньше трущобы. Так как Париж с Хаусманом преображался, он становился больше, он со временем стал городом для состоятельных людей, где за все нужно было платить: за питьевую воду, за проводку канализации, но самое главное – платить аренду по высоким ценам. И люди из рабочего класса были вынуждены покинуть центр. Во-первых, из-за высоких цен, а во-вторых, из-за ихнего недостатка. Они загрязняли Париж из-за нехватки гигиены. Сегодня, когда прогуливаешься по Монмартру, ты видишь узкие улицы и пытаешься представить себе, как эти бедные люди из рабочего класса приходилось выливать свои ведра через окно. Пять. Белые камни базилика Сакрé-Cœur du Montmartre. Всех удивляет, что, несмотря на загрязнение, Le Sacré-Cœur всегда остается белым со своими красивыми куполами, в отличие от других парижских монументов и чернеющих фасадов. Так вот, Sacré-Cœur построен из камней, которые самоочищают себя при контакте с дождем. 6. Инициалы на камнях du Sacré-Cœur. К дополнению к предыдущему факту, каждый камень du Sacré-Cœur был профинансирован верующим. Они покупали либо камень без инициалов, либо камень с инициалами, либо камень с инициалами, но видными снаружи при укладке камня. Самые обеспеченные смогли себе позволить колонны с виденными инициалами. Люди с недостатком смогли тоже себе позволить купить камни. Благодаря членским взносам им удавалось заполнить карточки du Sacré-Cœur, где каждый квадрат стоил 10 центов. 7. Вечное непрерывное поклонение Богу. В Париже это именно в базилике Святого Сердца в Монмартре с момента его стройки днем и ночью верующие молятся перед святым таинством. Эта молитвенная цепь не прерывается уже как 125 лет. Вот поэтому базилик называют Святым Сердцем. Конечно, чтобы прийти помолиться ночью и присоединиться к ночному бдению, нужно сначала зарегистрироваться. Преданность верующих настолько велика, что во время посещения базилика можно увидеть, как они молятся на коленях под одной из самых больших мозаик в мире. Эта мозаика изображает Иисуса, которого можно увидеть через все отверстия, когда посетители проходят вокруг базилика. Также, помимо мозаики, в базилике находится самый большой колокол во Франции. 8. Наклонитый дом Монмартра.
Помимо того, что нужно пройти по крутым улицам, чтобы добраться до вершины Монмартра, увидеть этот грандиозный вид на Париж, удивиться от количества замков на заборах, практически все впадают в заблуждение при виде этого наклонитого дома, который всего лишь часть иллюзии. 9. Французский монумент, который был профинансирован лотереей. Парижский монумент, который был профинансирован за счет лотерей и который позволили собрать почти 400 тысяч фунтов, называется Пантеон. Для тех, которые не знали или никогда не слышали о Пантеоне, Пантеон – это французский монумент, который представляет гордость французской нации. Оно отдает дань уважения великим людям, которые внесли свой вклад в французскую нацию. Политикам, великим писателям все знают Александра Дюма, который написал «Три мушкетера» и так далее. Кстати, это по воле президента, как могила человека входит или выходит из пантеона. Более того, в пантеоне находится все, что создало французскую нацию. 10. Маятник Фуко. Когда заходишь в пантеон, играет траурная музыка, но наше внимание захвачено уже присутствием маятника Фуко. Леон Фуко был физиком, и в 1851 году он искал место, достаточно большое, чтобы вместить свой маятник. Цель этого маятника – доказать, что Земля вращается. К счастью, он получил разрешение на использование купола пантеона для установки своего маятника. И с 1851 года он все еще работает. Конечно, были время, когда его снимали или заменяли, но это не тема нашего видео, поэтому не буду вдаваться в подробности. Всем наверняка интересно, как оно работает. Маятник качается в одном и том же направлении. Даже если создается такое впечатление, что это маятник двигается, в реальности двигается всего лишь циферблат из-за того, что Земля вращается. 11. Секрет купола Пантеона. Пантеон похож на храм в форме греческого креста со своими прекрасными колоннадами, высокими окнами и куполом, который не закончил раскрывать все свои секреты. В реальности в куполе находится 3 купола. Первый, который мы видим изнутри, где находятся окна, через которые проходит свет. Второй – центральный купол, который разукрашенный и который можно увидеть через отверстие первого купола. Третий и последний купол виден снаружи. Он построен из камней. Париж – место съемок. Париж – это город съемок. Для реклам, как, например, для духов или даже для фильмов. Но знаете ли вы, сколько в среднем проходит съемок каждый день? В среднем 10, и это уже много. Мы, парижане, уже неизбежно сталкивались с местом или улицей, которая закрыта для съемки фильма. И самое забавное – это то, что их охраняет, чтобы, например, никто не пропарковался. 13. Эйфелева башня могла бы не назваться Эйфелевой башней. Эйфелева башня могла бы назваться La Tour Bonnickhausen. Слава богу, мы избежали этого. Когда ее конструктор Гюстав Эйфель родился во Франции, его фамилия от рождения была Bonnickhausen-Эйфель. Его предки были немцами. Они жили на западе Германии, в регионе именем Эйфель. Эмигрировав во Францию, они решили добавить к своей фамилии Эйфель. К счастью, еще до проекта Эйфеля Густав Эйфель отказался от Bonnickhausen, что и дало La Tour Eiffel. 14. С 2030 года больше не будет в Париже бензиновых автомобилей. Да, даже сегодня Париж переходит на более экологически чистые транспорты, чтобы избежать загрязнения среды. Уже совсем скоро, в 2024 году, запретят в центре Парижа дизельные автомобили. Придется перейти на электрические автомобили, либо перемещаться на общественных транспортах. Сегодня по всему Парижу доступны велосипеды и электрические самокаты. Скоро в Париже появятся 4 новых линии метро, и нам, парижанам, очень трудно представить, как это все будет устроено. Тем более, когда парижский метро – это как живой лабиринт, и нужно практически стать профессионалом по перемещению метро, чтобы не затеряться там.
15. В парижском метро держитесь всегда правой стороны. Для парижан нетрудно заметить те, которые не из Парижа. Обычно, когда они не знают, они держатся с левой стороны на эскалаторах. И если вы не хотите столкнуться с парижаном, который опаздывает, держитесь правее. Но это не единственное правило в метро, которое нужно не забыть. Если вы будете двигаться в противоположном направлении в коридорах метро, вы можете заслужить штраф за 60 евро. Ну да, когда очень много народу, должен же быть какой-то порядок, иначе всех раздавит толпа. 16. Это вас наверняка удивит, но есть такая лига по защите сверчков в парижском метро. На некоторых станциях метро можно иногда услышать песни сверчков, и вы начинаете понимать, почему существует такая лига. В начале 20 века прибыли из юга Франции сверчки, которые прятались в овощных ящиках. И так как они теплолюбимые насекомые, они нашли убежище в метро, где находится идеальная температура. И так как метро развивалось, станции начали бетонировать. И так как бетон холодный, началась уменьшаться температура. И с этим сверчков становилось все меньше и меньше. И в 1992 году создали Лигу по защите сверчков в парижском метро. Но, разумеется, об этих сверчках больше не слышно. И все, что играют в метро на некоторых станциях, это всего лишь их записанные песни. 17. Проводятся кастинги в метро для музыкантов. Любой музыкант, который захочет сыграть в метро, придется пройти отборочный кастинг. 18. Призрак парижского опера Гарни. Говорят, что в опере бродит призрак по оперным ложам и коридорам. Но в реальности бродят больше всего туристы. Но если серьезно вернуться к этой истории, она основана на реальных событиях. Это трагическая история мужчины имени Эрнест. Эрнест стал сиротой в 1863 году, так как его мать, оперная танцовщица, умерла. Он затем стал увлекаться музыкой и стал пианистом. Он поженился на балерине, которая умерла, к сожалению, 10 лет спустя от трагического пожара. Он безутешен и закроется от всех в подвале оперы Гарни, чтобы провести всю свою оставшуюся жизнь над композицией любовной партитуры. Никто не смог подтвердить его смерть. И с тех пор, как он исчез, произошли странные события. Иногда по ночам можно услышать, как играет пианино. Его оперная ложа номер 5 остается незанятой. И в знак уважения эта легенда стала литературным произведением, которое основано на реальных событиях. 19. Подземное озеро оперы Гарни. Под опером Гарни, которая занимает 3-е место по красоте оперных театров в мире, после оперы Сиднея и Лондона, находится подводное озеро. До его конструкции была болотистая земля. И для того, чтобы обеспечить прочные фундаменты, было необходимо соорудить бетонный резервуар, наполненный водой. Вход к этому озеру доступен только для парижских водолазов для тренировок. 20. Самый простой способ найти номер улицы в Париже. Для этого нужно более-менее уметь ориентироваться и знать, как течет река Ла Сен по Франции. Чтобы знать, с какой стороны находится номер дома, нужно стать спиной к реке. Возьмем пример на Шанс-Элизе. Вы стоите спиной к реке. Все нечетные числа будут с вашей левой стороны, а с правой все четные. Все просто. Вы наверняка уже нашли номер дома. 21. Могила неизвестного солдата у Триумфальной арки. Под Триумфальной аркой находится могила неизвестного солдата от Первой мировой войны. И каждый вечер в 18:30 зажигают вновь вечный огонь. Мало кто знает, в Триумфальной арке находится музей, а также можно подняться на самый верх на панорамную террасу. 22. Солнечные часы площади Согласия. Эти солнечные часы самые большие в мире и также самый старый монумент Парижа. Это подарок от Египта Франции за работы по расшифровкам иероглифов. 23. Петух Нотр-Дам-де-Пари. Все наверняка слышали о трагическом пожаре в 2019 году. И во время этого пожара очень много реликвий сгорело. Так вот, этого петуха нашли, и оказывается, в нем состоит фрагмент тернового венца Иисуса.
Эйфелева башня не самый посещаемый монумент. Это, естественно, было до пожара, а именно Нотр-Дам-де-Пари, которое ежегодно посещали 13 миллионов туристов. Говорят, что его откроют в 2024 году, ну а пока проводятся виртуальные посещения. 24. Джоконда Лувра. Ла Джоконда, которая была как-то раз украдена итальянским стекольщиком. Он пришел как-то раз в Лувр, чтобы поменять стекло, и задумался, почему бы мне не перенести Джоконду к себе в квартиру? Говорят, он ее отвез к себе домой на автобусе и продержал в своей квартире 2 года. О украденной Джоконде писали в газетах, но он не побоялся поехать в Флоренцию, чтобы попытаться ее продать. До того, как его поймал торговец антиквариата, который заметил, что это Джоконда, и этого мужчину отправили на 1 год в тюрьму, что даже немного. 25. Бесплатный вход всем парижанам в любой музей в Риме. Париж и Рим – это 2 города, которые между собой побратимы. Города-побратимы обозначают 2 города из разных государств, которые между собой связаны дружескими и партнерскими отношениями. В случае Парижа и Рима они заключили между собой пакт, который основан на «Seul Paris est digne de Rome, seul Rome est digne de Paris». Поэтому любой парижан может посетить бесплатно любой музей в Риме. Естественно, предоставив свое удостоверение личности, которое подтвердит, что вы живете в Париже. Точно такое условие для итальянцев, которые решат посетить парижские музеи. 26. Самый странный и необычный музей Парижа. Этот музей находится 20 метров под землей. Это катакомбы Парижа. Да-да, под вашими ногами, когда вы ходите по улицам Парижа, находится не только метро, но еще и катакомбы, в которых можно найти более 6 миллионов останков людей со временем французской революции. Так как в Париже в какой-то момент были антисанитарные проблемы в связи с тем, что были переполнены кладбища, и единственный выход были катакомбы. На сегодняшний день билет будет стоить около 15 евро. Но имейте в виду, что вы не сможете посетить все катакомбы, так как некоторые места катакомбы закрыты в целях безопасности. 27. Le Samaritaine – самое большое место красоты в Европе. Le Samaritaine – это огромный магазин, который разделен на несколько этажей по видам товаров. Это также очень элегантное, шиковое и роскошное место. Можно подняться на 3-й этаж, где находятся гастрономические рестораны, с помощью эскалаторов, но также золотых лестниц. Уже на 3-м этаже открывается вид на вот эту красивую желтую фреску с экзотическими растениями и рисунки павлинов. Если посмотреть вниз, такое ощущение, что ты находишься как в сказочном замке или доме. – 28. Купол Лафайета. Лафайет, как и Пронтон, это места, где можно сходить на шопинг. Но тем, чем отличается Лафайет от Пронтон, это его раскрашенный купол. У каждого из этих кусочков стекол есть свой номер. Чтобы собрать этот купол, это как собрать пазл. И во время Второй мировой войны из-за бомбардировок его пришлось разобрать. Но часть из них потерялась, и пришлось заменить некоторые стекла на прозрачные. По сравнению с оригиналом, купол, который мы видим сегодня, не такой яркий, как должен был быть раньше. Но тем не менее, он остается всегда красочным и прекрасным. 29. Место, где можно найти лучшее из лучших. Если вы проголодались и не знаете, куда идти, либо вы хотите попробовать какое-то незабываемое французское пирожное или выпечку, тогда место Lafayette Gourmet для вас. Здесь вы буквально путешествуете на другой конец мира. Вы можете найти кухню любой страны, либанскую, японскую кухню, и даже купить специи со всего мира, как, например, гавайская черная соль. Попробовать выпечку, которую называют бабка. Но самое главное, это то, что вы найдете здесь десерты, которые были заново переизобретенные или созданными лучшими кондитерами Парижа
Некоторые из них даже лучшие кондитеры мира. Многие из них были победителями многочисленных конкурсов в Париже и международных конкурсов во всем мире. Десерты этих кондитеров – это целое искусство. Проходя мимо этих витрин, ты не можешь оторвать глаза от привлекательности пирожен. Такие десерты ты не найдешь в другом месте, как в Париже. Эти кондитери переизобрели классические французские десерты. Например, классический éclair au chocolat становится éclair à la framboise ou à la fraise. Классический круассан – un croissant enrobé de chocolat. Классический pain au chocolat становится pain au chocolat praliné. А обычный малиновый макарон становится макарон с фундуком и фуагра. Необычный ассортимент, не правда? Все эти десерты считаются как люксовыми продуктами и десертами haute couture. Ну вот и все, друзья, это конец этого видео о фактах о Париже. Надеюсь, это видео вам понравилось. Дайте мне знать, оставив свой лайк и комментарии, а также подписку. Это очень важно для развития канала. Также вы можете посмотреть предыдущие фильмы, где мы обсуждаем, упадет ли Эйфелева башня, а если упадет, то когда. Или даже фильм о том, как мы проводим, французы, особенно мы, парижане, выходные за пределами Парижа. Также, чтобы ничего не пропустить, вы можете подписаться на мой Инстаграм. Не забывайте делиться с друзьями. Чем больше нас, тем веселей. Всегда ваша француженка. Желаю вам хорошего дня. До следующего выпуска. Пока!